Всем привет и добро пожаловать на канал Пал Саныч, где мы разбираемся в компьютерном железе, периферии и гаджетах. А сегодня у нас будет новая рубрика, которую я называю «Купи, продай, купи» или коротко КПК, где мы будем заниматься покупкой нового железа с разных источников, так и перекупством с дальнейшей сборкой ПК и продажей. Ради того, чтобы просто собрать на компьютер мечты. Сейчас вы видите рендеры на своем экране. Это будет не дешево, так как это будет собираться на топовых компонентах и с кастомной водой. И у нас получится целый сериал. Так что запаситесь терпением. А сегодня у нас будет самая дешманская сборка. По большей части это бомж-сборка из моих старых остатков. Что-то будет, конечно, новое. Цена такого компа будет, точнее не будет превышать где-то 200 баксов. Тянуть он будет только старые игры, офисные задачи. А мы начнем с обзоров на комплектующие, распаковкой по старой доброй традиции. Потом будет у нас обклейка, сборка. Так что присаживайтесь поудобнее, берите что-нибудь вкусненькое поесть, попить и погнали. Итак, вот такой вот у нас корпус. Это корпус Cougar. Взял я его новый, но он с небольшим но. У него вот здесь вот удар сверху и корпус немного погнулся. Мы, конечно же, это все исправим. Давайте мы его чуть-чуть подразберем. Это у нас стекло, это у нас не пластиглаз, не акрил, это полноценное стекло. Что это за корпус, я, если честно, не знаю. Просто нашел самый дешевый корпус в продаже. Ниже будет полное название этого корпуса. Ножки у нас уже установлены. Давайте снимем вот это вот, что тоже есть минус. Вот. У этого корпуса есть минус в виде вот этих проводов. И переднюю вот эту панель просто так не снимешь, это надо полностью снимать вот эту вот штуку, там где у нас все эти USB порты и так далее, либо снимать ее отсюда, либо как-то вытаскивать вместе со всеми проводами из корпуса. Это, конечно, тоже можно, но это так неудобно. Но за своих, сколько он, $15, в принципе, достаточно себе хороший корпус. Давайте я сейчас сниму заднюю часть. Вот это вот боковая у нас панель, которая не на быстросъемах, она прям даже не гнется. Вот если вы вспомните в моем первом видео, боковая крышка от моего компьютера, она прям ходуном ходит, хотя бы я бы не сказал, что прям сильно, но здесь она летает, то есть такая жесткость, это, конечно, похвально. Сам корпус у нас, конечно, для микро ATX формата, ничего в принципе нового тут нету, а наоборот этот корпус вообще старый. По фильтрам все как в стандартном, то есть на магнитиках такой вот фильтр. Передний, конечно, в принципе, как и на моем. Я сделаю подсъемное, отсюда будет не видно, но чтобы снять фильтр, надо отогнуть все эти ножки и только потом выталкивать сетчатый вот этот вот фильтр вперед. По-другому никак, чтобы ее там помыть, продуть. Ну, продуть можно, но... Короче, ну и нижний фильтр у нас на скобах, я его снимать не буду. Все по стандарту, корпус весьма такой стандартный, в принципе он практически ничем не отличается от моего корпуса. Давайте перейдем к вертушкам. Итак, вот такой вот у нас бутерброд из вертушек, а также контроллер для большинства из них. Но первое, что я хотел бы распаковать, так это вертушку для моего именно компьютера. Я как-то в первом видео жаловался, что у меня вертушка на задней стенке, она подключается через Molex. Это у нас 4-пиновая фирмы
Thermal Right. Название TLG12B. Давайте ее вскроем. В ней, конечно, ничего сверхъестественного. Просто обычная черная, без подсветок. Что она там по характеристикам пишет? Максимальная скорость 1500, плюс-минус 10%. Шум 23,6. Ну и гидродинамический подшипник. В принципе, достаточно стандартный. Не помню цену, вы сейчас увидите на экране. Для задней стенки, я думаю, в принципе, может быть окей. И не просто окей, а отличный вертолет для выдува. Он без пафоса, тихий и, самое главное, недорогой. Перейдем к следующему лоту. У нас вот такой вот бутерброд из вертушек. Эти все вертушки пойдут в нашу новую бюджетную сборку. Они не такие уж и дорогие. На Алиэкспресс они все, ну не все, каждая из них где-то по 5 с мелочью долларов. Конечно же, цена будет внизу. Ну и все вертушки ARGB, они все имеют эффект бесконечного вот этого зеркала. Как оно будет жить, мы посмотрим, надеюсь, в дальнейшем. Надеюсь, они все без брака, как это любит Алиэкспресс. Фирма эта Upsiren является одной из самых, наверное, популярных фирм среди ноунейм на Алиэкспресс. Есть еще более ноунеймы, но такого покупать не стоит. 3 из них у нас обычные и 2 из них реверсивные. Какие из них какие? Ну, сложно сказать. По идее, вот здесь вот должны отмечать, какие из них реверсивные, а какие нет. Но... А нет, вот 2. 2 отмеченные, 3 не отмеченные. Значит, это, скорее всего, у нас обычные, а это реверсивные. Давайте их откроем и посмотрим. Одна, кстати, ударенная. Так, ножник нам не нужен. Итак, винтики в комплекте. Ну и вот такая вот вертушечка. У нас пленочки. Оп, красота. Зеркало, не зеркало. Оп. А еще и с другой стороны. Я понял, чудное мгновение. Плюс еще у них, скорее всего, подсветка полностью идет по контуру. Кроме как лицевой стороны, так еще и по контуру от зеркала к зеркалу. Будем видеть. И вот таких вот у нас 4 штуки. По характеристикам. У нас 120 миллиметров, блин. По шуму пишет аж 45,2 децибела. Это прям много. Мы, конечно, это посмотрим. И скорость от 600 до 1500. Итак, следующие комплектующие, которые у нас будут в нашем компьютере. Это старая добрая 1070, которая была в моем. Ну, в принципе, это и есть бывший мой компьютер, который мы просто пересоберем, поменяем термоинтерфейс. На видеокарте мы, конечно же, не будем менять термоинтерфейс, потому что я его менял буквально пару месяцев назад. Вскрытия не нуждаются. Тут у нас на борту 8 гигов, в принципе, рассказывать нечего. Видеокарта уже стара как мир, но свое еще, конечно же, послужит. Хорошая видюха, я на ней поработал достаточно долгое время, и кто-то еще на ней поработает достаточно долгое время. Блок питания. Блочок тоже не из свежих. Это у нас Seasonic. Сейчас даже скажу какой. SS650HT. От 650 вы понимаете, что это 650 Вт. Тоже хороший БПшник для своей цены. Напоминаю, это будет все-таки бюджетная сборочка. Зацикливаться на нем долго не буду. Может быть, скрою его, посмотрю на его состояние. Но не более. Ну и давайте перейдем к самому интересному, но в то же время,
Сказать, что это интересно, ничего не сказать. А именно наш процессор и материнка. У нас, чтобы вы понимали, это H81M. Да, платформа уже достаточно старая, ей уже там сколько? 12-13 лет. Если честно, я даже не помню, какой у нас тут процессор, но точно помню, что это i5 4-го поколения. Мы, конечно, вскроем, поменяем термоинтерфейс и посмотрим, что это у нас за процессор. Задней панели у него нету, будет вот так вот. Но напоминаю, это бюджетная сборка, которая будет продаваться за минимум, чисто для каких-то домашних задач. Сказать, что он сильно тянет какие-то игры, может быть старые, потянет? Да, конечно, потянет. Но что-то новое на минимальных параметрах. Ну и понятно, мы это все немного визуально изменим. Это у нас пленочка. Вот такая у нас красивая пленка. На компьютере она будет еще смотреться красивее. А сейчас давайте переступим к исправлению косяков на самом корпусе. После чего мы займемся обклейкой, сборкой и подфиналем. Поехали! Давайте быстренько пройдемся по комплектующим еще раз. В этом углу у нас материнка от Asus H81MK, что означает Mortal Kombat. Не, шучу. Конечно же не Mortal Kombat. Это просто 1150, а процессор у нас Intel i5-4690K. Оперативка у нас на борту Игорь, я ее так называю, красная. Плюс 5 скорости, 2 штуки по 8 ГБ с частотой 1600 МГц. Видеокарта у нас в исполнении Gigabyte 1070 на 8 ГБ. Вертушки в корпусе у нас Upsiren Prisma 4. Башня у нас фирмы Vinga. Не могу сказать, что это за башня, я даже не смотрел. Но, сами знаете, Вингу я особо рекомендовать не могу. Хотя насчет башни не буду ругаться. Вполне себе хорошая, достойная башня, особенно для процессора 4690K. Питать все это будет у нас Seasonic SS650HT, сертификата 80+, ну, сам хороший. И само собой все это будет в нашем корпусе Cougar MX330G, который у меня лежит вот там вот, уже весь обклеенный. Тут я должен был говорить, что я пошел собирать все это воедино, но у меня случилась такая небольшая загвоздочка. Я даже успел подстричься, если вы заметили. А проблема в том, что вот этот вот контроллер не подходит под материнку H81M. Он не подходит, потому что он регулирует и вообще включает подсветку путем ARGB разъема,
а на H81M у нас нету этого разъема. Так что пришлось заказать. Он пришел. Прошла у меня уже неделя. Да, доставка вышла достаточно долгой. Так что сейчас, по сути, я просто заменю контроллер, и компьютер будет уже готовый. А контроллер у нас пришел вот в таком вот пакете. Сама макулатура, пультик, ну и контроллер. Он, скорее всего, должен быть на видимом месте. Там какой-то, видимо, датчик, чтобы можно было работать с пульта, а именно инфракрасный датчик. Здесь я его, конечно, не вижу, но если не будет, буду настраивать через кнопку. Также у него вот здесь вот есть тоже подсветка, так что, скорее всего, реально его надо будет на внутреннюю часть корпуса ставить. Но с этим чуть-чуть позже. Давайте скажу, в чем мне не нравятся эти вертушки Prisma 4. А то, что в них аж 4 коннектора, а нужно вам 2. Не знаю, зачем еще другие 2 для других систем подключения, либо и там сплит-системы делать, но мне по сути нужны только 2. И сколько у меня? 5 вертушек, 10 лишних коннекторов. Я не знаю, куда их деть, блин, кабель менеджмент получается ужасный. Скорее всего, я просто завтра куплю термоусадку, эти обрежу и как-то это все сделаю симпатично. Иначе это все просто не ложится там даже как-то так. С этим я буду разбираться по ходу дела. Так что давайте продолжать. И да, старый контроллер будет иногда мелькать в кадре, так что не обращайте внимания.
Прошло пару дней, и вот наконец-то я закончил облагораживать вот это вот все. Что я могу сказать? Получился он достаточно красивый, такой весь блестящий, светящийся, но, конечно же, не каждому это понравится. Давайте мы его сейчас включим. Можно регулировать при помощи пульта, он спокойно меняет цвета, а также на корпусе есть сама кнопка, которая регулирует всю эту подсветку. Кому-то, конечно, это понравится, надеюсь, он найдет своего покупателя. И этот человек будет доволен не только самой подсветкой, но и, понятное дело, пленкой. Давайте подведем такие небольшие итоги. С самим корпусом я немножечко лоханулся. Тут сверху достаточно большая ниша, из-за чего вертушки верхние тонут и их не видно. То есть, по сути, эти вертушки, то, что я купил специально, уже немного не актуальны. Сюда становится легко 240-я водянка. И можно сказать, что этот компьютер заделан на будущее под апгрейды. Ну, точнее, сам корпус заделан на будущее. То есть сюда встанет любая материнка, водянка. Ну, насчет длины видеокарты я не знаю, но, скорее всего, тоже встанет, потому что эти вертушки на самом-то деле лучше всего ставить сюда. Впереди есть ниша. Но если я поставлю вертушки эти и туда, то тогда от них вообще нету толка. И все вот это вот кому-то красота будет теряться. В перспективе, если сами вертушки поставить вперед в эту нишу, сюда влезет, я думаю, любая видеокарта. С этим проблем у него не будет. Материнка сюда влезает даже RTX, так что тоже с этим проблем не будет. Я бы пересобрал свой компьютер с этим корпусом, но уже не хочу, хотя было бы гораздо аккуратнее, чем в моем вот этом маленьком. Тем более мне надо будет переделывать систему крепления. Стоимость у нас на рынке такого компьютера где-то в районе 200-250 долларов. Так что это будет чисто бюджетный вариант, чтобы ребенку там поучиться, может быть, поиграть в какие-то достаточно старые игры. В некоторые новые игры он, конечно, тянет, но тянет их на минималках. Так себе зрелище, конечно. Так что не рекомендую новые игры на этом компьютере вообще запускать. Хотя 8 гигов 1070 вполне хватает, чтобы запустить тот же самый Horizon. Но, повторюсь, опять же, все будет на минималках. Да, конечно, на пленке есть косяки, но, надеюсь, это не столь критично будет будущему хозяину. А также, что я могу сказать из минусов вообще по этой сборке. По самим вентиляторам я уже говорил, что проблема у них заключается в количестве проводов. Но на AliExpress есть такие же самые вертушки, тоже от этого же Upsiren, но уже с беспроводным, скажем так, подключением. Это сводит провода к минимуму, но до, сколько он там, долларов 8-9 будет стоить эта одна вертушка. И при этом в комплекте не идет сам провод подключения. Поэтому считайте 10 долларов или 4 где-то так вот эти стоят. Вы уже видели, я уже забыл. Для меня прошло достаточно много времени из-за всех этих небольших проблем. Касаемо самого контроллера, у него есть проблема. Он достаточно такой жирненький, и в заднюю крышку он вообще никак не помещается. Поэтому, если вы будете покупать такие вертушки и такой контроллер, то готовьтесь его ставить вперед, потому что если у вас какой-то тоненький корпус или там недостаточно сзади просто места, то его придется ставить обязательно вперед. В этом видео не будет тестов, я не вижу смысла загружать хронометраж всеми этим добром, потому что он уже не свежий, будем честны. Все товары с AliExpress вы можете найти в моем телеграм-канале по ссылке в описании, так что подписывайтесь. Там также можно будет найти новости с мира технологий, немного лайва, будем обсуждать сборочки, идеи к видосам. В общем, присоединяйтесь, должно быть весело. А также подписывайтесь на сам канал, ставьте лайки, это поможет развитию моего канала и впоследствии делать все интереснее и интереснее ролики. Для вас не сложно, а для меня это приятно. На этом я буду с вами прощаться, хоть ролик особо не познавательный, но надеюсь вам понравился. Так что всем пока!